Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, ну а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими двумя интересными моточками ниточек, но и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Новички, кто еще с данными ниточками не работал, знакомьтесь. Итак, первый моточек называется Alize Angora Gold. В моточке находится 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу смотрим. Это 80% акрил, 20% шерсть. И советуют производители брать крючок от двоечки до четверочки. Сразу, пока не забыла, назову вам цвет. Цвет 795 на камеру передается чуть ярче, чем он есть на самом деле. Итак, второй моточек. Смотрите, называется он Alize Angora Gold и дополнение Simli. Simli значит блестящие вот такие вот ниточки. Итак, здесь в моточке в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Вот, из-за этого ниточка блестит. Советуют производители также брать крючок от двоечки до четверочки. Цвет назову. Цвет 55. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. То есть я сегодня беру крючок номер 3. Сейчас он сфокусируется. Вот, вы в свою очередь можете брать один моточек, можете брать два моточка. Вы увидите по узорчику, вы можете 3, 4, 5 цветов брать на ваше усмотрение. Тут самое главное, чтобы вы правильно прочитали аннотацию к пряже и правильно подобрали крючок. И тогда у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Но говорю, схемка сразу же не очень хорошего качества. В принципе, она читабельная, все видно. Но вы постоянно просите схемки, и я говорю вам, если схемка хорошего качества, я ее прилагаю. Если плохого качества, я не заставляю вас ломать глаза. Вот сегодня, так скажем, не очень хорошего качества, но по просьбам, так скажем, я ее выкладываю. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Я наберу 5 раппортов, это получается 30 воздушных петелек, и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого я буду набирать 31 воздушную петельку, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, в начале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек данную петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот моя цепочка из воздушных петелек, мой будущий образец. Далее для новичков. Мы сейчас будем делать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, чтобы вы не запутались в воздушных петельках. Новички бывают путаются, в столбиках вы не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид в пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, столбик с накидом. Далее накид. По порядочку в следующую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали еще один столбик с накидом. И так вот вы шагаете со своей скоростью медленно в каждую петельку цепочки и провязываете столбик с накидом. Процесс будет не скорый, то есть первый ряд всегда провязывается чуть медленнее, чем все остальные. Самое главное, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько петелек в цепочке. То есть вот у меня 31 воздушная петелька, значит получится 31 столбик. У вас может быть больше или меньше в зависимости от того, сколько вы набрали петелек в цепочке. Поняли, да? И все, и вот так вот провязывайте до конца ряда. Смотрите, первые 3 петельки, которые мы с вами провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Договорились?
Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. И теперь можем приступать непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем одну воздушную петельку, поворот. И сюда же в верхушку вот этого первого столбика нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Это столбик без накида. Теперь делаем накид. Внимательно пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. Сюда же опять вернулись в верхушку этого столбика, провязали точно так же еще один столбик с накидом, второй. Накид. Сюда же провязали третий столбик с накидом. Сюда же провязали четвертый столбик с накидом. И сюда же опять провязали 5 столбик с накидом. Вот такой вот у нас веерочек получается. 5 столбиков с накидом. Теперь пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий нырнули и провязали столбик без накида. Все получается. Вот наш раппорт. Дальше будет повторение. Опять накид. 2 столбика пропустили. С третьего начинаем провязывать веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. 1 столбик. Сюда же 2 столбик, столбики с накидом. Сюда же 3 столбик с накидом. 4 и 5. Опять получился веерочек. И фиксируем его. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И вот в третий столбик провязали столбик без накида. Поняли, да? И вот так вот чередуем. Столбик без накида, веерочек. Столбик без накида, веерочек. Столбик без накида. Дальше будет веерочек и так далее до конца ряда. Совсем не сложно. Давайте самостоятельно. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки, столбики до конца ряда. И как мы заканчиваем ряд? Вот последний веерочек провязали. Пропускаем опять 2 столбика. 1, 2. И там, где 3 петельки подъема, вот в третью петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Все, на этом наш ряд заканчивается. Здесь вот в данном случае я хочу поменять ниточку, поменять цвет. Вы можете менять, можете не менять, на ваше усмотрение. Если будете менять, повторяйте за мной. Вернулись немножко назад. Там, когда у нас были на крючке 2 петельки. Вот таким вот образом. Берем новый цвет. В моем случае это будет белая ниточка. В вашем случае может быть совсем любая другая. Смотрите, делаем вот так вот белой ниточкой тоже петельку. Так. И только потом эту петельку мы вот так вот хоп и провязываем 2 петельки на крючке. Смотрите, ряд закончился. Так, у нас еще такая зеленоватая ниточка, но в процессе вязания уже появилась белая. Все, мы переключились. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. И сюда же верхушку этого же столбика нырнули и провязали столбик с накидом. Тут ничего сложного. Дальше 1 воздушная петелька. Переходим на наш веерочек. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Самый центральный это будет третий. Так вот, верхушку третьего столбика нырнули и провязали столбик без накида. Теперь воздушная петелька. Теперь будьте внимательны. Накид. Вот у нас с вами столбик без накида. Мы шагаем, получается, за столбик перед веерочком. Нырнули вот в эту арочку и провязали столбик с накидом. Но предлагаю провязать его немножко удлиненным. Вначале 1 петелька, потом 2, 2. То есть мы как бы сделали вот такой вот наклон, так, и чтобы у нас вязание не зажулькалось, мы сделали столбик немножко подлиннее. Воздушная петелька, накид. Возвращаемся, смотрите, вот наш столбик без накида. Теперь мы возвращаемся вот между столбиком и веерочком. Вы можете спереди, как вам удобно, можете сзади. Я буду сзади, смотрите. Вот так вот сзади захожу. Оп. Вытягиваю ниточку, берусь поудобнее и провязываю точно так же. 1 петельку, 2, 2.
И у нас с вами, смотрите, получается вот такой вот крестик, видите? Ничего сложного, крестик. Дальше воздушная петелька, опять наш веерочек из 5 столбиков. Раз, два, пропускаем столбиков, третий столбик без накида. Вот у нас по итогу получается. Дальше будет опять крестик. Воздушная петелька, накид. Вот наш столбик без накида. Провязываем вначале за столбиком, да, а потом вернемся, провяжем перед столбиком. Итак, за столбиком нырнули, вытянули ниточку, провязываем 1 петелька, 2, 2. Воздушная петелька. Теперь возвращаемся обратно. Я вот так вот за столбиком иду. Оп, после веерочка провязываем еще 1 столбик, 1 петелька, 2, 2. Беритесь поудобнее, чтобы вам было удобно вязать. Вот, еще 1 крестик, видите? Опять воздушная петелька и веерочек наш. Раз, два столбика пропустили, в третий столбик без накида. И все. И вот так вот шагаете до конца ряда, провязываете столбики и крестики. Не сложно? Я думаю, что нет. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Вот такие вот крестики. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы провязали столбик без накида, воздушную петельку. Теперь делаем накид. И там, где у нас был столбик, помните, в предыдущем ряду, столбик без накида, мы беремся за него и провязываем столбик с накидом 1. И сюда же столбик с накидом 2. Вот так вот у нас заканчивается ряд. Все ровненько, аккуратненько. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И берем сюда же верхушку этого же первого столбика, провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. С 3 петельками подъема у нас получается как 3 столбика с накидом. Дальше смотрите. Вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Мы в него провязываем точно так же столбик без накида. Теперь накид. Там, где у нас была арочка между вот нашими, да, вот этими столбиками, крестик, где арочка, в арочку провязываем 5 столбиков с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, сюда же. 5. У нас сформировался вот такой вот веерочек. То есть здесь получается половинка веерочка, а здесь полный веерочек. И присоединяемся точно так же вот к столбику без накида предыдущего ряда столбиком без накида. Если внимательно посмотрите, то мы с вами веерочки вязали вот в нашем самом первом ряду. То есть мы повторяем первый ряд, он у нас просто смещен в шахматном порядке. И так далее. Дальше опять крестик. Вот у крестика арочка, и в эту арочку провязываем веерочек. Веерочек состоит из 5 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, 3, 4 и 5. Видите, опять веерочек. И присоединяем веерочек к столбику без накида предыдущего ряда. Столбиком без накида. Все. И вот так до конца ряда вы провязываете веерочки. Не сложно? Совсем не сложно. Вы уже так вязали. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот провязали наши веерочки практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали столбик без накида, так? И теперь делаем накид. Вот у нас здесь были 2 столбика, столбик с накидом и 3 петельки подъема. Так вот мы в 3-ю петельку подъема аккуратненько ныряем и провязываем 3 столбика с накидом, то есть половинку веерочка. 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом. И сюда же 3 столбик с накидом, но я провязываю не до конца, потому что я хочу опять переключиться на первую мою ниточку, на первый цвет. Вы можете переключаться на этот же цвет, вы можете брать совсем другой цвет, то есть на ваше усмотрение. Итак, 2 петельки остались на крючке, и мы их провязываем. Вот, я провязываю опять новым цветом. Оп, сильно не тяну, потому что иначе просто вязание зажулькается. Аккуратненько, тихонечко провязала. Дальше что мы делаем? 1 воздушная петелька, поворот.
И сюда же, в верхушку этого же столбика, вот, провязываем столбик без накида. Есть. Теперь 1 воздушная петелька. Вот наш столбик без накида между веерочками. Шагаем опять вначале за столбиком, потом перед столбиком. Итак, накид сделали, за столбиком провязываем столбик с накидом удлиненный. Оп. Теперь воздушная петелька. И возвращаемся обратно перед столбиком. Я захожу сзади вот таким вот образом и провязываем еще один удлиненный столбик. 1 петелька, 2, 2. И у нас получился опять крестик, видите? То есть мы такой вязали уже вот в белом ряду. Воздушная петелька и присоединяемся к веерочку. Считаем 1 столбик, 2 столбик, 3. К третьему провязываем столбик без накида. То есть мы сейчас с вами будем повторять точь-в-точь вот наш первый белый ряд. Опять воздушная петелька, вот наш столбик без накида. Шагаем за столбиком, потом перед столбиком. Итак, за столбиком провязываем столбик с накидом удлиненный. Воздушная петелька, возвращаемся перед столбиком, провязываем точно такой же удлиненный столбик с накидом. Получился крестик. Воздушная петелька и присоединяемся к третьему столбику веерочка. 1, 2, 3. К третьему столбик без накида. Как вам? Не сложно? Не сложно. Повторяем вот наш самый первый ряд именно белым цветом, но просто небольшое смещение в шахматном порядке. А так все то же самое. Вы уже так вязали, вы уже умеете. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши крестики практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали наш крестик последний, сделали воздушную петельку и присоединяемся. Вот у нас здесь были 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Третий столбик — это имитация, были 3 воздушные петельки. Так вот, в третью воздушную петельку нырнули и провязали столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Дальше продолжаем же этим же цветом. Вначале делаем воздушную петельку, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. А теперь смотрите, точно так же, как мы делали в белом ряду, мы в арочке, в каждой арочке крестика будем провязывать веерочек. И провязываем здесь 5 столбиков с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и сюда же 5. Вот наш веерочек, ничего сложного. И присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда столбиком без накида. То есть мы с вами повторяем наш самый-самый, вот он, первый ряд. Видите, вот наши веерочки. Вот. Точно так же мы с вами провязывали в белом, получается, ряду вот наши веерочки. Все то же самое. Опять крестик, в крестике арочка и в арочку веерочек. Веерочек 5 столбиков с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и 5. Все, здесь ничего сложного. Присоединяем веерочек столбиком без накида к столбику без накида предыдущего ряда. Все, вы уже так провязывали. Так, и самый первый ряд был, и вот белый ряд, там, где были веерочки. То есть вы уже справитесь. Так что вяжите самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда встретимся. Угу, давайте. Так, смотрите, вот очередной ряд с веерочками готов. Как мы заканчиваем ряд? То есть мы, получается, сделали вот наш веерочек и присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда столбиком без накида. Но я провязываю не до конца. Вот у меня 2 петельки на крючке. Я опять переключаюсь на белую ниточку. Вы можете переключаться на новый цвет, вы можете провязывать старыми, так скажем, цветами и так далее, на ваше усмотрение. Итак, сильно петельку не тяну, ниточку, да, и провязываю. Оп. Вот таким вот образом, аккуратненько, чтобы краешек не зажулькать. Все. Дальше у нас идут 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И мы провязываем сюда же верхушку столбика без накида предыдущего ряда, столбик с накидом.
А дальше у нас идет воздушная петелька. Присоединяемся к веерочку, к третьему столбику столбиком без накида. Так, опять воздушная петелька и крестик. За столбиком провязываем воздушная петелька и перед столбиком предыдущего ряда провязываем вытянутый удлиненный столбик. 1 петелька, 2, 2. Вот наш крестик. Так, воздушная петелька и присоединяемся опять к веерочку, к третьему столбику столбиком без накида. То есть мы так с вами уже провязывали. Вот наш самый первый ряд белой ниточкой, крестик, веерочек. Дальше переключимся опять на новую ниточку, крестик, веерочек. Потом опять как белой ниточкой, крестик, веерочек, крестик, веерочек. То есть сам по себе узорчик 2 ряда. Вначале мы делаем крестики, потом веерочки. Единственное, что мы просто смещаем в шахматном порядке и при желании меняем цвет. Понятно? А так мы с вами все уже провязали. Давайте увеличим образец несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Угу. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Ничего сложного. Узорчик очень простой, состоит из 2 рядов. Вы уже поняли, да? Растет очень быстро. Узорчик двусторонний, но мне кажется, все равно стороны отличаются. Эта сторона более гладенькая, эта сторона выпуклая. То есть есть элементы, которые более выпуклые. Так что выбираете, какая вам больше нравится, такая будет лицевой стороной. Напомню, вы можете вязать 2 цветами, как я. Можете одним, можете 3, 4 и так далее, насколько вам хватит фантазии, смотря для какого изделия вы примените данный узорчик. Итак, из моей пряжи тянется, практически не тянется. Так тянется чуть побольше. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я набирала 31 воздушную петельку. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. У всех тоже все может быть по-разному. Смотрите, у меня это получается вот 13 сантиметров. Ну, то есть 12 с хвостиком, практически 13 сантиметров. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И самый первый наборный 14. Берем по самой верхней точке. У нас получается ну, практически 11 сантиметров. То есть 10,8 где-то так. То есть узорчик несложный. Да, он плотненький. Он как бы, видите, сколько много рядочков и столько мало сантиметров. Да? Но все равно он растет быстро, потому что очень легко вяжется. Очень легко. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты. Бежите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.